Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшняя наша встреча посвящена потоковому чтению Таро на личную жизнь, на ближайшее будущее, в котором вы увидите или услышите подсказки, инсайты и знаки судьбы. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. Давайте смотреть, кто на раскладе, с какой ситуации вы пришли, что происходит в личной жизни. Либо на раскладе у нас мужчина, либо на раскладе женщина, которая интересуется мужчиной. То есть отношения в вашей жизни стоит, на первом месте. Для мужчины тоже, и отношения, и самореализация. Да? И смотрите, здесь, скорее всего, либо случайный какой-то мужчина у женщины появляется, либо женщине судьба дает случай, случайное знакомство, или женщина может чувствовать, что мужчина с ней ведет какую-то игру. Да? Поэтому на раскладе тот человек, который, возможно, интересуется, а не ведет ли игру кто-то с ним, да. Это важный человек, важный мужчина, или для мужчины это важная ситуация. И важно понимать, будет ли успех в этой ситуации важный, будет ли успех с этим мужчиной, да. Да, здесь на успех установка, и хочется, чтобы все получилось. Солнце – это одна из самых сильных карт, самых главных, да. И знаете, как на раскладе тот человек, который, связан с мужчиной так или иначе, со случаем, но для него очень важно, чтобы все получилось так, как надо. И здесь есть рыбы, да, рыбы это у нас, получается, король бубновый, мужчина достаточно важный. Возможно, на раскладе также мужчина со статусом. Если женщина гадает, то это очень не просто важный мужчина, да, а главный мужчина. И, возможно, какой-то близкий родственник, или может в перспективе, карта перспективная, стать родственником. Да? То есть, если сделать резюме, на раскладе человек, для которого важен мужчина, который может стать главным мужчиной в жизни. Если мужчина гадает, да, то у мужчины какое-то важное событие. Вот так вот. Хорошо. Давайте посмотрим, как видят карты Таро этого мужчину. Как видят карты Таро этого мужчину. Мужчина этот имеет проблемы, но он будет их преодолевать, эти проблемы. Как минимум, мужчина не без проблем, но с силой воли. Вот так. Но здесь идет кости, но у меня почему-то, учитывая те карты, которые здесь повыпадали, у меня такое, как будто бы судьба что-то хочет, предложить этому мужчине, да. Что хочет предложить судьба этому мужчине? Судьба действительно ему хочет предложить что-то важное, башню. То есть, смотрите, если вы женщина сейчас смотрите на этот расклад и гадаете на мужчину, то вы для этого мужчины, как женщина, очень важны. То есть вас судьба ему ведет. Если мужчина смотрит, то, если вы на женщину гадаете, то, естественно, для вас будет это важная женщина. Но здесь карьера, успех. Статус у вас может подняться, да, измениться в лучшую сторону. Хорошо, что важное идет в вашу жизнь? Помимо того, что судьба что-то дает важное, что именно важное идет в вашу жизнь? Кто бы ни был на раскладе, что важное идет?
Что-то должно закончиться. Эта карта проблем закрыться. У меня такое ощущение, должна решиться очень важная проблема. Давайте посмотрим, как она решится, эта важная проблема. Ну, смотрите, будет повышение, да, повышение статуса, повышение позиции, будет успех, будет выздоровление и налаживание связей, в том числе родственных. Если гадает женщина, да неважно, или мужчина, кто гадает, неважно, кто здесь гадает, если вы ищете спутника по жизни, то у вас вот эта проблема будет решена. У вас проблема в отношениях или в одиночестве, она серьезная. Видите, 2 башни рядом. Но она решимая. И ваша проблема может быть связана с родовой программой по линии отца. Отец, 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 отец. Все отцовские карты. Это актуально как для мужчины, так и женщины. То есть, если упростить, то если смотрит женщина, то она может найти мужчину своей судьбы. Если смотрит мужчина, то же самое может найти женщину своей судьбы. Но также у мужчины должна решиться, вот, допустим, в работе, в карьере какая-то серьезная проблема, в хорошем аспекте. Хорошо. Вот здесь давайте так, немножечко уйдем от мужчины именно и посмотрим, что от вас скрыто, чего вы не замечаете или чего бы вы, хотели бы получить, да, но вам это трудно получить, потому что гора есть препятствие. От вас скрыт шанс, вы не пользуетесь всеми возможностями. То есть нужно ли задействовать все шансы, все возможности? Да, потому что карты говорят, от вас скрыт ключ или возможность, которую вы упускаете. Вот таким образом. Окей, давайте теперь посмотрим, какие препятствия есть у мужчины на пути. Вы уже смотрите на пути к кому, к чему, да, если к вам как к женщине, то это будет к вам как к женщине. Если вы как мужчина гадаете, сами понимаете, да, к чему. Какие препятствия у мужчины? Единственным препятствием у мужчины это время. Время и возраст, то есть он идет долго по этому пути. И, возможно, он дойдет до поставленной цели не так быстро, как бы он хотел. Но у этого мужчины будет все хорошо. По-другому здесь по звезде никак. То есть этот мужчина выбрал свой правильный путь. Этот путь для него истинно верный. И единственным препятствием есть время. Вот так. Хорошо. Давайте еще посмотрим. Здесь все-таки судьба и что-то важное. Что еще важное вам дает судьба в подарок? Вот он подарок, звезды, это подарок все-таки больше. Какая-то неожиданность. Если вы смотрите с точки зрения человека, который хочет детей, да, мама, папа, стать мамой, папой, это возможно. Наверное, да, ребенок выпадает. И какая-то неожиданность. Поэтому судьба вам посылает важную неожиданность. И, возможно, это связано как-то так или иначе с детьми. Что прекратится? Что должно прекратиться в вашей жизни? Или какая проблема уйдет? Уйдет то, что должно быть просто уже отсечено, отрезано. То есть, по сути, уйдет опасность, уйдет разрыв какой-то, и будет закрыт какой-то гештальт. Коса это вот прямо, знаете, как отсекается что-то. То есть уйдет то, что тянется как бы за вами достаточно давно.
долго. И оно, ну, как будто бы мешает вам. Да? Оно вас держит в каких-то закрытых пространствах. Поэтому вот уйдет серьезная проблема, с которой вы двигаетесь медленно, не достигаете своей цели. И, ну, с которой вы теряете здоровье, силы, да, здоровье, силы здесь. И как бы это длится очень долго. Поэтому закрывается проблема, которая очень долго тянулась. Да. Хорошо. Что откроет вам древо рода? Открытие древа, да, давайте посмотрим. Или как к вам относятся родственники? Или могут относиться родственниками и родственники. Или же здесь можете посмотреть на здоровье, да. Но смотрите, вопрос с родственниками изменится ключевым образом. Тут два ключа, поэтому у вас как будут разные варианты, чтобы решить этот вопрос. То есть вопрос с родственниками может решиться по двум разным сценариям. И, ну, он решится позитивно. То есть у вас появится возможность не одна, так вторая. Ключи рядом лежат. Хорошо. Что касается здоровья и исцеления, у вас появится как минимум еще один вариант, чтобы начать выздоравливать или исцеляться тем способом, который пока что, возможно, ну, в настоящий момент вам недоступен. Давайте посмотрим, какие скрытые богатства или скрытый потенциал вам открывается. Ну, смотрите, у вас открывается возможность поездки, переезда. Ну, корабль – это часто какие-то сделки. То есть вам получится там купить, продать, поехать куда-то, да, допустим, поехать на работу или переехать, ну, или переналадить бизнес. Здесь ключевые моменты у вас в движении и в коммерции в том числе, потому что такая комбинация, здесь богатство скрытые, да. То есть у вас получится как бы открыть новый способ или новый источник финансирования или ну, новый источник дохода, давайте так скажем. Хорошо. Давайте посмотрим. Здесь мужчина, есть препятствие, есть мечта. Сможете ли вы, как мужчина или как женщина, преодолеть все препятствия на пути к мечте с этим мужчиной или без него? Ну, тут уже смотрите, как вам выгоднее гадать, да? Ну, смотрите, карта такая неоднозначная. Да, если не побоитесь, змея. То есть, если сможете преодолеть страхи. Если продолжите бояться, если продолжите бояться, то вы не преодолеете этот путь, да. И если не будете соперничать, тогда нет, да. То есть у вас тут побороть страх и преодолеть соперничество. Давайте посмотрим, что это за ребенок, что это за такая вот неожиданность, ну и вообще, что за ребенок, да. Но смотрите, этот ребенок может быть вашим ребенком, может быть, здесь букет. Особенно если вы дама трефовая, это огненная женщина, или дама пиковая, это воздушная женщина. И этот ребенок, он идет в вашу жизнь для того, чтобы порадовать вас. Этот ребенок будет символом вашей радости, вашего счастья и налаживания ваших отношений. Поэтому сама карта может говорить о том, что в вашу жизнь идет важный человек, важный мужчина, особенно для женщин, ну или важная женщина, особенно если у мужчины варианты между дамой треф и дамой пиковой. И сам ребенок, как карта, говорит если у вас были какие-то неприятности, трудности, да, то
эти трудности и неприятности отойдут, да, и не будут вам препятствовать. Вот что навсегда уходит из вашей жизни, прям вот навсегда, да? С чем придется попрощаться или расстаться? Ну, здесь у нас выходит Луна. Уходит навсегда из вашей жизни тайны, соперница, темная магия, негативная родовая программа, в том числе по линии матери, магия черная и что-то плохое, то, что вам действительно мешало. Может быть любая порча, может быть даже и проклятие. Почему-то здесь все-таки гроб, коса и луна, ну, что-то очень серьезное, грандиозное, поэтому очень серьезная проблема, то, что я и говорил. А напротив, что придет? Что придет? Ну, придет беспокойство какие-то, будете беспокоиться и много двигаться, много ездить, может быть, перелетать, да, перелеты, переезды, даже переплывы, но вам придется очень много суетиться, много общаться, возможно, учить языки, может быть, открывать для себя какие-то новые направления, новые пути, новые возможности. Что скрыто движется в вашу жизнь, но это открывает вам еще больше возможностей. В вашу жизнь движется судьба и судьбоносный человек. Корабль обычно о людях каких-то. И это судьбоносное событие, которое не просто перевернет вашу жизнь. Давайте посмотрим, чего стоит опасаться в ближайшее время. Чего стоит опасаться или кого стоит опасаться. Будьте осторожны с друзьями, особенно с новыми друзьями. В этой колоде две собаки. Одна молодая, другая постарше. Вот эта молодая собака – это новые друзья. Чем именно порадует вас личная жизнь в ближайшем будущем? Вы поймете, куда вам идти, с кем вам идти и, главное, для чего. Вы поймете, вот, вам на север или на юг, да? Вы выберете направление, ну, как бы определите для себя вектор, в котором двигаться дальше. И вы найдете то, что долго искали, искомое. Возможно, вы что-то потеряли, ну, случайно, или, может быть, ну, больше случайно, да, тут ребенок и случай все-таки, но что-то важное. И вы это найдете. И, возможно, вы даже найдете способ налаживания отношений, если вы их потеряли. Ну, если это вам действительно нужно. Хорошо. Что или кто скрывался за Луной, за проблемами? Или скрывается сейчас за Луной или за проблемами, в том числе и за магией. Кто или что? Возможно, человек замужний или женатый, и за проблемами скрывался, возможно, человек, который был вашим мужем или вашей женой. За проблемами также, возможно, у вас скрывался брак, ну или брачный союз. Я хочу посмотреть вот здесь сейчас у вас, какие возможности вам откроют новый язык. Вот вы как будто бы будете с кем-то договариваться. У меня здесь такое ощущение. Какие возможности вам открывает новое общение, давайте так скажем, или новые связи, вот так. Мы сейчас их не видим, но потенциал этих возможностей достаточно глубокий или наполненный. Поэтому это хорошие возможности, в которых нужно будет развиваться. Кто или что несет вам этот судьбоносный человек, да? Что он несет в вашу жизнь, этот судьбоносный человек? Судьбоносный человек несет вам в вашу жизнь
избавление от всего, что отжило, и от всего, что портит вашу личную жизнь. И вам судьба несет вот этот вот корабль, да, ну как бы он плывет в вашу жизнь, этот корабль по судьбе, чтобы на его место или чтобы с его места ушло все, что ему мешает, как бы пришвартоваться в вашем порту, да. То есть по сути это что-то принципиально новое, вот эта карта, да, вот в этой комбинации, но вы это еще пока не можете, ну, представить себе, да, но вы поймете, когда это, возможно, ну, как бы увидите в глаза, и вы поймете, вот это новое, оно мое. И таким образом вы вспомните вот эту карту, да. Вам совет, что вам делать, что не делать, и чем успокоится сердце. Что делать? Вам не надо сжигать мосты в прошлое. Как минимум с прошлым вам нужно найти какой-то здравый, ну, может быть, компромисс или поддерживать компромиссную связь. Что вам не нужно делать? Вам не нужно тратить много силы и впадать в какую-то ярость. То есть вам нужно сохранять спокойствие и беречь силы. И чем сердце ваше успокоится? Ну, сердце успокоится только тогда, когда вы осознаете, что ваши беспокойства ведут вас туда, где появляются новые коммуникации, которые, как знаки судьбы, привносят в вашу жизнь то новое, що станет вашим навсегда. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось і до зустрічі. Па-па.